And it goes a little something like I'll give you all summer and after. Кажется, Шанхай уже вернулся к нормальной жизни. Хотя, возможно, многие просто привыкли ко всем изменениям. Ну или после жесткого локдауна нынешние правила уже не кажутся такими строгими. На сегодня все заведения открыли свои двери для гостей, ведь раньше еду можно было брать только на вынос. Ну или разрешалось сидеть на летней площадке. Все так же проверяют код здоровья на входе в общественные места и заведения. Про это я подробнее рассказывала в своих прошлых видео, поэтому если тебе интересно все про жизнь в Китае, подписывайся на мой канал, чтобы оставаться в курсе всех событий. Вам 1 секунда дела, а мне поддержка моего канала. Итак, по всему городу до сих пор стоят такие ПЦР-будки, киоски, и, как я уже говорила в своих прошлых видео, правила говорят, что для того, чтобы посетить общественные места, нужно показать код, который доказывает, что тест был сделан в течение последних 3 дней. Кстати, я заметила, что в таких ПЦР-киосках в последнее время берут очень странно тест, то есть они еле дотрагиваясь, просто так по языку вводят, и мазок берут не так, как, например, раньше брали. Мне кажется, что это, вернее, такое ощущение, что это просто им дали какой-то приказ, например, сделать так, чтобы в этом городе было 0 случаев заражения. Вот они и выполняют эту норму, и просто еле дотрагиваясь за секундочку берут у всех тест. В любом случае, мне это никак не проверить и не узнать, но странно. А еще я решила проверить, будет ли меня просить надеть маску в магазинах, поэтому я всегда заходила без, а если просили надеть, то надевала. В общем, на входе, как всегда, спрашивают отсканировать код, показать его. Иногда просят померить температуру, то есть просто приложить руку к устройству, на котором автоматически показывается температура. А вообще, как я думаю, это просто человеческий фактор и субъективное мнение охранника. Если они не придирчивые, то пускают без масок. Если придирчивые, то просят одеть маску. Но, как я поняла, закон по Шанхаю – это то, что все должны надевать маски в общественных местах. Поэтому то, что я хожу здесь такая вся опасная, это, наверное, просто зависит от охранника, который меня пустил и посчитал нужным. Мне так кажется. На самом деле, не знаю как. Так, это я без маски. Это охранник, который в маске, но не делает мне замечания. Торговый центр. Максим, что без маски? Кстати, в Китае фрукты круглый год, но все равно есть сезонные фрукты и ягоды, когда они намного вкуснее. Хотя в любом случае за все время моих путешествий, а я побывала в больше чем 20 странах, самые вкусные фрукты – это в Украине. Даже когда я приезжала с китайцами к нам по работе, они просто были в шоке и скупляли все ящиками. Поэтому, конечно, в Китае они не такие вкусные и не настолько насыщенный вкус. Хотя вот манго, личи, ананасы, такие, в общем, тропические фрукты, которые растут только в Азии, они вкусные и нормального качества, мне так кажется. Вот обратите внимание на арбузы. В Китае есть прям очень вкусные арбузы, без косточек, все супер. Но если присмотреться, то сама форма зеленого арбуза, хвостик не сухой. Короче говоря, я думаю, что они все напичканы чем-то. Ведь страна большая, а людей нужно кормить. Июнь в Шанхае – это про сезон дождей и ужасную влагу вперемешку с жарой и духотой. В этом году мне показалось, что сезон тропических дождей нас почти не задел, а вот жара и духота никуда не делись. Коротко о том, какой климат сейчас в Шанхае. Настолько большая влага, и жара, соответственно, что я, наверное, минут 10 или 15 поиграла в теннис, и настолько мокрая, что это просто, даже невозможно телефон держать и нормально снимать, потому что рука становится влажной, и это настолько некомфортно. Знаете, как в бане, и как она называется, турецкая или греческая, не знаю, когда от влаги именно потеешь. Вот буквально такой климат сейчас здесь. И я думала, что это, возможно, только я плохо переношу такой тропический, вернее, субтропический климат здесь, но смотрю на китайцев, они тоже все мокрые, абсолютно невозможно дышать. Чем больше пьешь воды, тем больше потеешь.
Сложно находиться. Нужно срочно идти к кондиционеру. Сравнивая с нашим климатом, наверное, еще одним большим отличием есть то, что в Китае маленькая разница в температуре днем и ночью. То есть нельзя, как у нас, просто взять и открыть окна на ночь и запустить свежий воздух. Поэтому все спасаются кондиционерами. А еще я заметила, что в Китае отличается норма прохлады в общественных местах. И не только я это замечала. Например, в метро, в торговых центрах и даже в городском такси кондиционеры включают, наверное, градусов на 17. И это уже не прохлада, а холодом, я бы назвала. Поэтому находиться в таких общественных местах долго, летом, мне становится некомфортно. Небо. Мне кажется, оно стало чище, чем раньше, и красивее, особенно после дождей. А это наши охранники с комплексом. Один, кстати, постоянно делает мне замечания про маску и про то, что это небезопасно ходить на улице без нее. На что я ласково всегда ему отвечаю, что они не помогут. Наверное, он просто любит поговорить с нами, с иностранцами, а это как повод. 你好，崩掉了。好，大爷没有给着，我收他了，咱们收了。带日了，对吗？带日。 А еще поделюсь с вами одной историей, которая меня удивила. Я уже рассказывала, что во время всей жести, когда все были закрыты, в каждом подъезде были волонтеры, которые помогали со всем, через которых мы все узнавали, получали гуманитарку и так далее. Так вот, один раз мы хотели узнать что-то, и оказалось, что люди совсем не знают здесь своих соседей. Сама волонтерша сказала, что за 20 лет жизни в этом доме она впервые познакомилась со всеми соседями. Мне это показалось странным. Но, наверное, это особенность больших мегаполисов и городов-миллионников, когда и так повсюду много людей, поэтому это просто такая отличительная черта. Зашла в магазин чая, и здесь такие красивые наборы продаются сзади меня. А также, вот, я не знаю, знаете вы такое или нет, в Китае очень важно, чтобы продукт, который вы продаете, был упакован. То есть неважно, это какая-то маленькая там безделушка, или орешки, или снеки какие-то там, или чай в маленьких пакетиках. Смотрите, какая красивая упаковка. Сразу хочется купить. Вот. Кстати, я здесь хожу без маски, и мне никто не делает замечания. Кстати, у меня уже есть видео одно про чайный рынок в Шанхае, поэтому, если вы еще не смотрели, переходите вот здесь по ссылочке. Я вам расскажу про разные виды китайского настоящего чая. Итак, первая неделя июля прошла отлично, но монтируя это видео, мы столкнулись с кое-чем совсем неприятным, но предсказуемым. Блин, что происходит? Походу и нас закрывают. У нас еще есть время убежать, пока они нас не закрыли. Блин, мы не сможем уехать без нашей кошки. Как же они задолбали.